Подобным способом очень удобно пилить ДСП, фанеру, также торцевать бруски. Единственное, здесь ограничено вашей, получается, длиной уголка. В моем случае он 90 сантиметров. Больше я не стал делать, чтобы не проседало. Но и мне ни к чему, я только торцую. В принципе, можно сделать, я думаю, на хорошем металлическом уголке и 1,5 метра, и 1,60 м, чтобы уже стандартный лист фанеры входил. Приподнял я его на брусках, для того, чтобы удобно можно было крепить струбцинами и прищепками, чтобы заготовка никуда не уходила во время пиления. Циркулярка установлена на такой фанере 8 мм. Закреплена она просто вот здесь, где у нее идет упорная линейка, на болт. И с этой стороны на винт через вот такую проставку фанерную. Так, получается глубина пропила где-то вот 55-54. Как раз завода у него было там где-то 6,5, 8 мм отняло фанера. Зная эту высоту, я вот сделал 50-й брусок и сделал небольшую прокладку фанерную. Таким образом добился максимальной высоты пропила. Уголки стандартные, вот то, что были в видео про рейсмус, 30 на 30. Закреплены просто на саморезы, которые утоплены, фаска снята, чтобы во время пиления через них не проходила, не касалась фанерка. Так, частота реза зависит здесь от устойчивости станины, так скажем, на циркулярке, также от скорости пропила. Сейчас я пропилил не так быстро, и вот получается вот такой вот чистый рез. Вот 4 бруска я прошелся вот сейчас. Конечно, есть вот задирчики, но это вот диск за 300 рублей, циркулярка за 2000. По направляющей я не думаю, что получился такой чистый рез. В принципе, ничем даже не уступает торцовочной пиле. Меня привлек данный способ распиловки тем, что он очень легко изготавливается. Необходимо всего лишь 2 уголка, 2 бруска по высоте диска циркулярки. И за базу взять ДСП. Ну такую где-то метр на 60, метр на 50. Вам за глаза это хватит, чтобы сделать большинство видов работ. Также ее достаточно легко транспортировать, допустим, на какое-то место, где вы будете производить работы. Всем спасибо за внимание.